Елена сидела у окна старого викторианского особняка, машинально водя пальцем по запотевшему стеклу. Золотисто-багряные листья медленно кружились в прохладном октябрьском воздухе, напоминая о том дне, когда ее мир раскололся на «до» и «после». Прошло ровно полгода с того рокового вечера, когда не стало Андрея. Автокатастрофа произошла на 47-м километре загородного шоссе там, где дорога делает крутой поворот у старого дубового леска. В тот вечер моросил мелкий дождь, превращая асфальт в предательски скользкое полотно. Огромный грузовик, груженный строительными материалами, неожиданно вылетел на встречную полосу. Андрей, как позже установило следствие, пытался уйти от столкновения, но мокрая дорога не оставила шансов. Машину снесло с трассы, она трижды перевернулась, прежде чем врезаться в вековой дуб. Основной удар пришелся на Андрея, смерть наступила мгновенно. Елена выжила чудом, получив множественные переломы ребер, левой руки и сотрясение мозга. 3 недели в реанимации, месяц реабилитации, но физическая боль не шла ни в какое сравнение с душевными терзаниями. Их брак длился 10 лет и 3 месяца. Каждый вечер, возвращаясь в их просторный дом на Липовой аллее, она находила новые детали, бередящие незаживающую рану памяти. Его любимое кожаное кресло у камина все еще хранило форму его тела. Коллекция антикварных часов, 37 уникальных экземпляров, продолжала отсчитывать время в мире без него. На стенах висели фотографии их путешествий. Вот они в Венеции, кормят голубей на площади Сан-Марко. Вот поход в Гималаи, где Андрей настоял на том, чтобы нести ее рюкзак, когда она подвернула лодыжку. Вот их последний отпуск на Мальдивах, где он учил ее нырять с аквалангом. Спустя пару месяцев после похорон начались странные события. Первым был анонимный звонок в 3 часа ночи. Женский голос, дрожащий и прерывистый, спросил: «Это дом доктора Андрея Владимировича?» Услышав подтверждение, женщина разрыдалась и бросила трубку. Через неделю в почтовом ящике появился первый конверт, плотная кремовая бумага без марки и обратного адреса. Внутри была записка, напечатанная на старой печатной машинке: «Он не тот, за кого себя выдавал. Поищите в гараже». Елена тогда сочла это жестокой шуткой и выбросила письмо, но оно стало лишь началом. Через 2 дня после письма Елена обнаружила, что замок в гараже был взломан. Ничего не пропало, но кто-то явно рылся в вещах, инструменты были разбросаны, коробки сдвинуты. В дальнем углу, за старыми шинами, она нашла металлический чемоданчик, которого раньше никогда не видела. Внутри лежали фотографии, десятки снимков молодых девушек, снятых скрытой камерой. На обороте каждой стояла дата и странный код из букв и цифр. Руки Елены дрожали, когда она перебирала эти жуткие свидетельства чужой, незнакомой жизни своего мужа. На следующий день пришло второе письмо. «Проверьте подвал клиники, где он работал. Шкафчик номер 23». Елена помнила, что Андрей был заведующим отделением нейрохирургии в частной клинике Авиценна. Он часто задерживался допоздна, объясняя это сложными операциями и консультациями. Теперь эти оправдания звучали иначе. Собрав всю свою решимость, она отправилась в клинику. Охранник, знавший ее как жену доктора, без вопросов пропустил в подвал. Шкафчик номер 23 был заперт, но ключ, который она нашла в том самом металлическом чемоданчике, был именно от него. Внутри лежал дневник в кожаном переплете. Каллиграфический почерк Андрея заполнял страницы жуткими подробностями его охоты. Он описывал своих жертв с холодной методичностью ученого, отмечая их привычки, маршруты, места работы. Некоторые записи обрывались короткой пометкой «Завершено» и датой. Последняя запись была датирована днем аварии. Она что-то подозревает. Сегодня видел,
как просматривала историю браузера. Нужно действовать быстрее. Вечером поедем за город. Там есть удобное место у дубовой рощи. Елена с ужасом осознала, что, возможно, той роковой ночью Андрей вез ее не на романтический ужин, как обещал, а планировал ее убийство, но судьба распорядилась иначе. В тот же вечер раздался еще один звонок. Тот же женский голос, но уже увереннее. «Я знаю, что вы уже нашли дневник. Я единственная, кому удалось сбежать. Мы должны встретиться. Вы должны знать всю правду». Елена согласилась на встречу, понимая, что это может быть опасно, но жажда узнать полную историю человека, с которым она прожила 10 лет, была сильнее страха. Встреча была назначена в маленьком кафе на окраине города. Мария, так звали звонившую, оказалась хрупкой девушкой лет 25 с глубоким шрамом на правой щеке. Она нервно теребила салфетку, рассказывая свою историю. 2 года назад она работала медсестрой в клинике Авиценна. Андрей проявлял к ней особое внимание, часто задерживал после смены якобы для заполнения документов. Однажды вечером он предложил подвезти ее домой. Вместо этого он привез ее в какой-то заброшенный дом. Марии удалось сбежать только чудом, она ударила его металлическим подносом и выпрыгнула через окно 1-го этажа. Шрам на щеке — напоминание о том побеге. Она пыталась заявить в полицию, но кто бы поверил молоденькой медсестре, обвиняющей уважаемого доктора? У Андрея были связи, репутация, деньги. Заявление замяли, а Марию вынудили уволиться. С тех пор она следила за ним, собирала информацию, искала других жертв. «Я нашла еще 7, — тихо произнесла Мария. 4 из них мертвы. Официально несчастные случаи или самоубийства. 2 пропали без вести. 1 сейчас в психиатрической клинике». Она достала из сумки папку с документами, результаты независимых экспертиз, показания свидетелей, фотографии мест преступлений. «Когда я узнала о его смерти, я должна была убедиться, что вы узнаете правду. Вы заслуживали этого». Елена вернулась домой поздно вечером. В голове звенела пустота. Она механически поднялась в их спальню, открыла шкаф с его вещами. Каждая рубашка, каждый галстук теперь казались частью чудовищного маскарада. В кармане одного из пиджаков она нашла флешку. На ней были видеозаписи десятки часов съемок его охоты. Елена не смогла заставить себя посмотреть их полностью. На следующий день она отправилась в полицию. Детектив Соколов, немолодой мужчина с усталыми глазами, внимательно выслушал ее историю. Изучил документы, собранные Марией. Просмотрел записи с флешки. «Мы возобновим расследование», — сказал он после долгого молчания. «Но вам лучше на время уехать из города. Когда это станет достоянием общественности, начнется настоящий ад». Через неделю она продала дом и переехала в другой город. Начала жизнь с чистого листа под новым именем. Но даже спустя годы она просыпается по ночам, вспоминая не ужас его преступлений, а то, как нежно он целовал ее по утрам, как заботливо укрывал пледом, когда она засыпала в кресле с книгой, как готовил ей любимый кофе с корицей. Как она могла не заметить? Как могла жить рядом с монстром, принимая его за ангела-хранителя? Эти вопросы преследуют ее до сих пор, не давая окончательно похоронить прошлое.